Тема нашей сегодняшней лекции – это поведение брома при атаке его молекулами хрома. Это в простонародье известно как закон Майкельсона-Шварца. Всем хорошо известно, что Майкельсон был крупным российским ученым, но мало кто знает, что Майкельсон работал со Шварцем. Шварц был репрессирован в 1937 году и практически расстрелян. До того, как он был расстрелян, он был помещен в Волга-Аут. И тогда в одном из писем из лагеря своей жене он писал о том, что в процессе рытья ямы он обнаружил странную вещь. Яма, наполненная бромом, может хлорироваться только 4 молекулами углерода. Теоретически это может выглядеть так. Представьте себе молекулу углекислого плюмбума. Молекула ведет себя при атаке ее атома приблизительно так. Она направляется в сторону атома. Атом ведет себя пассивно. Он не воспринимает воздействие энергетических потоков сознания на молекулу и старается противиться восприятию луча со стороны неземной коры. Кора дает снизу, и когда молекула начинает вращаться, мы берем хлорированный бром и смешиваем его с плюмбумом 4s2h. Посмотрите, что происходит. Вы видите? Видите? И он был потрясен тоже. Ничего подобного ни один человек еще не видел. И этот закон назывался законом Майкельсона, потому что Шварц был добыт. Дело в том, что при стремлении А к группе L2 практически А равно нулю. Но здесь выступает как Y. Причем Y со знаком отрицательного служения возможности возникновения энергии при стремлении к бесконечности. Есть и бесконечность. Сменить на 7, то тогда посмотрите, как ведет себя хром. Сейчас я вам покажу. Обратите внимание. Хром. Вот видите хром. Хром при возможности возникновения его в промежуточном состоянии, он начинает выделять энергетику, равную нулю. Посмотрите, вот так вот выглядит схема возникновения нуля. Вот идет хром, начинает хлорироваться. При хлорировании происходит резкое сужение. То есть он начинает сужаться и как бы опускает. Вот представьте себе, как ведет себя бром. Вот хлор. Когда он начинает бомбардироваться атомами радия, он начинает сворачиваться и как бы собирать в себя энергию. Энергия происходит только благодаря тому, что возможность ее выброса назад, обратно в окружающую среду, может быть очень резкой и внезапной толчком. Вот так приблизительно происходит выброс энергии флористого кальция к брому. Но бром не может быть обозначен точной, совершенно континуальной средой. Он имеет совершенно конкретную структуру. Я покажу вам модель молекулы брома при хлорировании его атомом плюмбума. Посмотрите. Вот так выглядит бром в неподвижном состоянии. Достаточно ему вступить в реакцию с синхронным кальцием. Смотрите, что происходит. Видите? Резкое изменение цвета. Резкое. Но это еще как бы промежуточная ступень. Так вот, я хочу рассказать о том, что... Пусть матом полежит здесь пока. Майкельсон. Человек из заурядного ума. Лучший друг Лобачевского. Дал приказ, чтобы Шварц был уничтожен. Шварц был уничтожен. По-моему, расчленен. Но с Менделеевым уже тогда возникли разногласия. Менделеев настаивал, что 64-й элемент, вот он, видите, ГД, так называемый элемент ГД, он пошел в историю науки под названием сокращенно от ПО. Это божественный элемент. Он имеет 64-ю плотность. Посмотрите, в чем была ошибка. ФАУ-1 обозначили его как И. У была приравнена практически к ФАУ нулевому, что было совершенно ярчайшей ошибкой, потому что ФАУ нулевой должно стремиться к нулю. Наша лаборатория была первой лабораторией, которая смогла идентифицировать ноль при стремлении в бесконечность.